Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую прямоугольную скатерть, вот с такой красивой обвязкой. Скатерть очень простая и очень нежная и воздушная. Узор ненавязчивый. И смотрится эта скатерть очень аккуратно. Я вязал эту скатерть крючком 1,75 мм и пряжей из 100% мерсеризованного хлопка. Толщина такой пряжи в 50 граммах 330 метров. Можно использовать, например, пряжу пехорка ажурная. И на эту скатерть у меня ушло ровно 3000 метров. То есть эта скатерть у меня получилась около 450 граммов. Мой стол размером 80 сантиметров в ширину и 120 сантиметров в длину. И скатерть эта у меня получилась в ширину 110 сантиметров и в длину 150 сантиметров. То есть по 15 сантиметров с каждой стороны у меня скатерть свисает. Для своей скатерти начальную вот эту цепочку я набирал из 54 воздушных петель. И по стороне у меня получилась 21 вот такая ячейка. И по другой также 21, и по одной по краям. Если вам нужно увеличить, например, вы хотите связать скатерть подлиннее, тогда вы набираете вот это количество петель. Я здесь на экране оставлю, сколько нужно петель для того, чтобы увеличить скатерть. И сколько ячеек в первом ряду у вас должно получиться. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что по этой скатерти я все рассказал. Теперь давайте начинать. Для начала работы выполняем цепочку из 58 воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, вставляю крючок под нить, оборачиваю по часовой стрелке. У меня образовалась вот такая петля. Теперь я цепляю крючком нить, которая у меня идет от клубка, и протягиваю в эту петельку. И затягиваю. Этот узелок у меня за петлю не считается. Теперь набираю 58 петель. Раз, два, три, 4, 5. То есть вот у меня здесь 5 петель. Раз, два, три, 4 и 5. Та, которая на крючке, она не считается. 5 петель. Всего набираю 58 и вернусь. Итак, я провязал цепочку из 58 воздушных петель. То есть вот это самая последняя петля перед крючком. То есть которая на крючке, она не считается. Вот это перед крючком у меня 58 петля. Я ее просто сейчас вот так придерживаю пальцем и знаю, что это 58 петля. Теперь в эту петлю мне нужно провязать 2 столбика с одним накидом и 5 петель между этими столбиками. Первый столбик я заменяю 3 петлями подъема, то есть я вяжу сейчас еще 3 петли. Раз, два, три. Это столбик с одним накидом. Еще 5 петель как арка. Раз, два, три, 4, 5. Провязал столбик, 5 петель, и теперь второй столбик я уже провязываю в эту 58 петлю, которую вот я держу пальцем. Сюда в эту петлю вставляю крючок. И провязали столбик с одним накидом. То есть у нас здесь вот на углу получилось столбик, 5 петель, столбик. Теперь сейчас мы будем провязывать уже саму сторону. Выполняем арку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И выполняем столбик без накида опять в эту же петлю, 58-ю, вот сюда. Столбик без накида. И теперь пошли арки по 5 петель. Раз, два, три, 5 петель. Пропускаем 2 петли основания. То есть вот мы сейчас здесь. Раз, два, пропускаем. И в следующую провязываем столбик без накида. Опять 5 петель. Раз, два, три,
4, 5. Пропускаем 2 петли основания, 1, 2, и в следующую столбик без накида. И таким образом сейчас вяжем вот эти арки, просто по 5 петель, 2 петли в основании пропускаем до конца вот этой нашей цепочки. Итак, я подхожу к завершению цепочки, выполнил арку из 5 воздушных петель. Здесь по рисунку я также в конце пропускаю 2 петли и в самую последнюю выполняю столбик без накида. Затем, точно так же, как мы делали в начале, мы в эту же петлю провязываем столбик с накидом, 5 петель, столбик с накидом. И также 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же петлю, в последнюю, выполняю столбик с накидом, 5 петель, и столбик с накидом опять сюда же, в эту же последнюю петлю. То есть мы здесь сейчас сделали все то же самое, что мы делали в начале. И здесь у нас получается в начале ряда столбик 5 петель, столбик с накидом, и в конце столбик с накидом, 5 петель, столбик с накидом. Вот эти столбики с накидом и вот эта арка из 5 петель, это у нас боковые стороны скатерти. А вот эта прямая сторона, вот здесь у нас идут арки, также по 5 петель. Вы можете пересчитать, должно получиться 21 арка. Считаю с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. То есть у нас по бокам по одной арке и на стороне 21 арка. Получается, сейчас нам нужно связать вторую сторону и будет также 21 арка. Что я делаю? Здесь мы развернулись, провязали наши 2 столбика и между ними арка. Все, после столбика с накидом у нас начинается прямая сторона. И мы также выполняем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас выполняем столбик без накида опять сюда же, в эту же последнюю петлю. Столбик без накида. Это уже относится первая арка к стороне. И пошли. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 петли основания и в третью выполняем столбик без накида. Но так как мы на предыдущей стороне уже все то же самое провязали, здесь нам считать ничего не нужно. Мы просто выполняем столбик без накида. Вот где у нас следующий столбик мы делали. Прям сюда же. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Опять в то же место, где у нас идет следующий столбик без накида. Пока в начале работы здесь все криво, непонятно, что куда к чему относится, но потом у нас уже работа будет расти, скажем так, и здесь все будет понятно. То есть вот у нас идут столбики над столбиками, арки над арками. Вот, только одна центральная арка относится к боковой части. Все, сейчас до конца здесь провязываем все арки, и здесь в конце я вернусь. Итак, я подхожу к завершению ряда, выполняю арку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполняю столбик без накида опять в ту же петлю, мою самую первую, 58-ю петлю. Выполняю столбик без накида. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы уже соединяемся с первым столбиком с одним накидом. Первый столбик у нас был 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И в третью воздушную петлю подъема выполняем соединительную петлю. Все, то есть вот что у нас здесь получается. У нас с этой стороны также 21 арка. Вот это посередине арка, вот здесь и вот здесь. Это боковые части. Здесь у нас 21 арка, так же, как и с этой стороны. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 арка. И с каждым рядом количество арок у нас будет увеличиваться на одну с каждой стороны. То есть в следующем ряду у нас уже будет не 21, а будет 22. С боковых сторон у нас уже будет не одна арка, а две. То есть с каждой стороны плюс одна арка. Второй ряд. Теперь мы будем всегда вязать столбик с накидом в столбик с накидом. То есть сейчас я выполняю 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Получается у меня столбик в столбик. А теперь выполняем только арки. 5 воздушных у нас арка. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арку из 5 воздушных петель. Сразу же, который у нас идет арка. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь перед нами идет столбик с накидом. Мы в него вяжем столбик с накидом. То есть сейчас получается мы провязали нашу боковую сторону скатерти. То есть у нас в предыдущем ряду была одна арка, теперь у нас получилось 2. Все, теперь мы разворачиваем на боковую сторону и вяжем арки. Также по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида сразу же в следующую арку. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять столбик без накида в следующую арку. Все, и провязываем так арки просто до разворота. И на развороте я вернусь. Итак, я провязал здесь до разворота, выполнил столбик без накида в арку перед столбиком с накидом, которая 5 воздушных петель. И теперь вот передо мной столбик с накидом, я в него вяжу также столбик с накидом. Все, здесь у меня начинается уже боковая часть, выполняю. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арку. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Передо мной столбик с накидом, я в него вяжу столбик с накидом. Все, после столбика с накидом у меня уже идет прямая часть. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь выполняем столбик без накида сразу же в следующую арку. И пошли у нас просто арки. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. И так вяжем ряд до конца. И получается, что у меня на боковой части теперь получилось 2 арки. А на прямой части 22. Вы можете пересчитать. Все, здесь вяжем ряд до конца просто арки. Подхожу к завершению ряда, выполнил последнюю арку, 5 воздушных петель. Вот передо мной начало ряда. То есть вот у меня 3 воздушные петли подъема, как столбик с накидом, и 5 петель. И здесь мы соединяемся в третью воздушную петлю. 1, 2, 3. Просто соединительной петлей. И таким образом мы будем всегда соединяться с первым столбиком с накидом на протяжении всей работы. Если вдруг что-то поменяется, я буду обязательно показывать. Все, сейчас вы можете свериться. У нас по 2 арки на боковых сторонах и здесь на прямых сторонах по 22 арки. Третий ряд. Мы поднимаем 3 воздушные петли, как столбик с накидом. 1, 2, 3. Столбик с накидом. Еще 5 петель, как арка. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы провязываем боковую сторону. У нас была в первом ряду 1 арка, во втором ряду 2 арки. Сейчас третий ряд будет 3 арки. Сразу же в следующую арку мы выполняем столбик без накида. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Опять 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Передо мной идет столбик с накидом. Я провязываю столбик в столбик. Также столбик с накидом. Все. Вот у меня получилось 3 арки на моей боковой части. Здесь я уже разворачиваю работу. Это прямая часть нашей скатерти. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку.
Все, и так мы провязываем прямую часть, просто арки и столбики без накида. Итак, я подошел к развороту, выполнил последнюю арку из 5 воздушных петель. Передо мной столбик с накидом. Я в него также провязываю столбик с накидом. И здесь я уже выполняю боковую часть. У нас была одна арка, 2 арки, сейчас вяжу 3 арки. Раз, два, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3, 4, 5. Здесь уже передо мной идет столбик с накидом. Я в него также и провязываю столбик с одним накидом. Все, то есть вот у меня получилось 3 арки на боковой части и 23 на прямой части. Все, здесь я уже разворачиваю и провязываю прямую часть. Раз, два, 3, 4, 5. Сразу же в следующую арку столбик без накида. И пошли вязать просто арки. И таким образом провязываем ряд до конца. И в конце ряда мы выполняем последнюю арку и, как обычно, соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. И также у нас будет 23 арки на этой стороне. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку и соединились с соединительной петлей с третьей воздушной петлей подъема. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 5 петель, как арка. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида сразу же в следующую арку. Выполнили одну арку. Теперь вместо арки выполняем веер. Сразу после столбика без накида вот у нас идет следующий столбик без накида в предыдущем ряду. Мы в этот столбик провязываем 5 столбиков с накидом. Сразу после вот этого столбика накид. И в этот столбик без накида вяжем. Раз, два, 3, 4, 5. Выполнили веер и теперь выполняем столбик без накида уже с другой стороны, то есть в следующую арку. У нас здесь был столбик, 5 столбиков, и теперь вот так соединяем в следующую арку столбик без накида. То есть вот так у нас по идее здесь должна быть арка, но мы вместо арки сделали 5 столбиков. Вот так, раз, два, и у нас остается 2 арки, потому что у нас была одна арка, 2 арки, в третьем ряду 3 арки. Это четвертый ряд, должно быть 4 арки, но мы здесь выполняем вместо одной арки вот такие веера. Провязываем арку раз, два, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Опять раз, два, 3, 4, 5. И здесь перед нами уже идет столбик с накидом, мы в него также и вяжем столбик с накидом. То есть все то же самое, только мы одну арку заменили вот таким веером. Вот, то есть у нас также и получилось. Вот, раз, два, 3, 4. 4 арки, 4 элемента в этом ряду получается, между столбиками с накидом. Все, а здесь мы уже разворачиваемся на прямую часть. И здесь мы будем также вязать арки и вот такие веера. Но, чтобы у нас все было симметрично, мы здесь сторону начали одна арка, а потом уже веер. И в конце у нас получилось 2 арки. Чтобы было симметрично с этой стороны, мы здесь сделаем также 2 арки сначала, а уже потом веер. Выполняем раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Все, то есть после столбика с накидом мы провязали 2 арки. То есть как с этой стороны у нас 2 арки и с этой 2 арки. Все, теперь можем вязать веер.
Сразу после столбика без накида в следующий столбик без накида предыдущего ряда провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. И теперь столбик без накида в следующую арку. Соединяемся. Все, вот так. Теперь выполняем 3 подряд арки по 5 петель. 3 арки. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. И выполняем третью арку. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. И теперь уже вяжем опять веер. То есть у нас раппорт повторяется. Провязываем в следующий столбик без накида предыдущего ряда 5 столбиков с накидом. И соединяемся в следующую арку столбиком без накида. И здесь у нас опять идет 3 арки по 5 воздушных петель. Итак, провязываем здесь эту сторону до конца, до разворота. На развороте я вернусь. То есть обратите внимание, у нас раппорт идет веер 3 арки, веер 3 арки, веер 3 арки. И здесь вот на боковой части у нас также и получается. То есть вот они у нас идут 3 арки и 1 веер. То есть в сумме раппорт у нас так и получается 4. Раз, два, 3, 4. Все. И здесь вот веер и 3 арки. 4. Все, провязываем вот так веер и 3 арки до разворота. Итак, я подошел здесь к месту разворота. Обратите внимание, вот у меня здесь начало этой боковой части. То есть вот они идут столбики с накидом. И у меня пошло, то есть вот мы начинали 2 арки, веер. И потом у нас уже раппорт пошел. 3 арки, веер, 3 арки, веер, 3 веер, 3 веер, 3 веер. И после последнего веера у меня 1 арка. И здесь я уже сделал столбик с накидом. То есть все симметрично. У нас в раппорте также сохранилось 3 арки. То есть у меня здесь 1 в конце и 2 в начале. То есть как мы вот здесь сделали. У нас была 1 и 2 в конце. Здесь у меня 2 в начале и 1 в конце. И теперь я уже могу развернуть работу и вязать боковую сторону. Так как мы закончили эту сторону 1 аркой, значит мы начинаем эту сторону также 1 аркой. После столбика с накидом выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Все, то есть провязали 1 арку. Вот у нас 1 арка. И здесь в следующий столбик без накида мы выполняем 5 столбиков с накидом. То есть вместо арки 5 петель мы вяжем 5 столбиков. Четыре и 5 столбик. Все, столбик без накида в следующую арку. И здесь у меня получается 2 арки. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь передо мной столбик с накидом. Я в него вяжу также столбик с накидом. Все, то есть здесь мы провязали боковую сторону скатерти. Вот у нас был конец с 1 аркой. Начало также с 1. Здесь мы закончили 2 арками. Получается, мы также разворачиваем работу. И здесь у нас уже повторяется. То есть вот мы закончили 2 арками. Чтобы было симметрично, также 2 арки. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Все, симметрию сделали. У нас 2 арки.
И здесь провязываем наш вот этот веер. Вместо 5 воздушных петель 5 столбиков с одним накидом. Так, сколько здесь? 4, 5 столбик. Все, столбик без накида. В следующую арку. И здесь у меня уже пошел раппорт. 3 арки, вот этот веер. 3 арки, веер. И вяжем так ряд до конца. И в конце у нас получится одна арка. То есть вот мы начали с 2, значит закончится одной аркой. И у нас также здесь будет симметрично. Мы начинали одной аркой, и здесь у нас в конце будет также одна арка. Итак, я провязал ряд до конца, выполнил последний веер, последняя арка, одна у меня получилась, так как и должно быть. То есть все симметрично. Начали с одной, закончили одной. И соединился, как обычно, в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. И вот это наш весь раппорт вязания. То есть мы вяжем 3 ряда просто арки, и 4-й ряд по счету у нас идет вот с этими веерами. Сейчас опять мы провязываем 3 ряда, 5, 6 и 7 просто арки. И в 8 ряду у нас появляются опять вот такие веера. Приступаю к 5-му ряду, выполняю 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, как арка. Столбик без накида сразу же в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Так как в предыдущем ряду вместо арок мы выполняли вот эти столбики, у нас их 5, третий по счету ровно посередине. И мы в него выполняем столбик без накида. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. И у нас получается 5-я арка. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь перед нами идет столбик с накидом. Мы в него провязываем столбик с одним накидом. Все, то есть здесь мы провязали нашу боковую сторону. 1, 2, 3, 4, 5 арок. И теперь мы разворачиваемся, вяжем нашу прямую сторону. Все точно так же. Мы провязываем просто арки. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арку. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арку. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в третий столбик. И далее у нас опять идут просто арки. И здесь по стороне, так как у нас это 5-й ряд, по стороне у нас получится 25 арок. И таким образом провязываем ряд до конца. Здесь на развороте мы также в последнюю арку выполняем столбик без накида, 5 воздушных петель. В столбик с накидом вяжем столбик с накидом. Здесь на боковой стороне у нас получится 5 арок. Здесь у нас 25 арок. И соединяемся, как обычно, в третью воздушную петлю подъема. 6-й ряд. Все то же самое. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, как арка. Столбик без накида в следующую арку. И на этой боковой части у нас в этом ряду получается 6 арок. 6-й ряд и будет 6 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Провязываем так здесь вот эту часть. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Шестая арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Передо мной идет столбик с накидом. В него мы также провязываем столбик с накидом. Все, вот у нас получилось 6 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы уже разворачиваемся и провязываем арки. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Все то же самое провязываем таким образом ряд до конца. И в этом ряду у нас будет здесь с этой стороны 26 арок, а здесь 6.
И точно таким же способом самостоятельно провяжем 7 ряд. В 7 ряду у нас здесь будет 7 арок, а здесь будет 27 арок. И в 8 ряду я вернусь. Итак, я провязал 7 ряд, вот у нас 4 ряд, 5, 6 и вот 7 ряд я завершил. Сейчас приступаем к 8 ряду. Этот ряд у нас будет точно такой же, как и 4, вот с этими веерами. То есть выполняем одну арку в самом начале. Сейчас 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 5 петель арка, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. Сразу же, вот провязали арку, теперь выполняем вот такой веер. Накид. В следующий столбик без накида предыдущего ряда провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида сразу же в следующую арку. Теперь провязываем 3 подряд арки по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Провязали 3 арки, теперь у нас идет по рисунку вот такой веер. Накид, в следующий столбик без накида. Предыдущего ряда выполняем 5 столбиков с накидом. Столбик без накида в следующую арку. И сейчас у нас по рисунку идет 2 арки, так как одну мы вначале уже сделали. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас идет столбик с накидом, мы в него провязываем столбик с накидом. Все, то есть все у нас по рисунку сходится. Одна арка, здесь 2 в конце. И здесь, чтобы у нас все было симметрично, мы также вяжем, как и вязали в 4 ряду. То есть мы закончили этот ряд 2 арками, значит мы здесь провязываем сперва 2 арки. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Провязали 2 арки, теперь у нас идет веер. В следующий столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. И здесь у нас пошел раппорт. 3 арки, веер, 3 арки, веер. И можете обратить внимание, то, что они у нас идут на одной полосе. То есть вот у нас был первый веер, ровно по этой же полосе идет следующий веер. Также вот у нас будет вырисовываться здесь следующий веер. То есть вот так это будет все идти ровно. Вот, обратите внимание здесь, как мы в начале провязали. Вот у нас веер, по этой же полосе идет этот веер. И здесь вот так. То есть вы можете так сверяться. То есть все здесь симметрично, все ровно получается. И таким образом провязываем ряд до конца. Здесь все то же самое, как мы вязали в 4 ряду. Здесь мы начали сторону с 2 арок, значит в конце у нас здесь будет 1 арка. Разворачиваем. Здесь также начинаем с 1 арки, заканчиваем 2. Начинаем 2, заканчиваем здесь ряд 1 аркой. Все то же самое. Затем у нас 9 ряд такой же, как 5. То есть будут просто арки. Мы будем выполнять столбики без накида здесь в 3 столбик из этих 5. И так у нас каждый раз чередуются вот эти 4 ряда. Один ряд идет с веерами, затем 3 ряда идут
просто арки. Опять ряд с веерами, 3 ряда просто арки. И таким образом вы провязываете до любого нужного вам размера. Остановиться нужно будет в том месте, где у нас будет ряд вот с такими веерами. То есть, допустим, мне вот этого размера достаточно. Все, я сейчас провязываю вот этот ряд с веерами последний и заканчиваю. Далее я уже буду приступать к обвязке. Так и вы сейчас провязываете до любого нужного вам размера. И когда ваш размер уже будет вам подходить, вы провязываете вот этот ряд последний. То есть, какой он там будет по счету. То есть, вы будете все так же чередовать. Один ряд, 3 ряда арками. Закончите вот на этом ряду, и уже далее я вернусь, будем вязать обвязку вместе. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!